Мам, пишу тебе, потому что очень соскучился и хочу сказать тебе кое-что важное. Я никогда тебе не говорил, как сильно я тебя люблю. Здравствуйте, граждане Фридомленда! Сегодня мы празднуем День независимости нашего государства. За такой короткий срок мы с вами смогли достичь невероятных результатов. Все потому, что мы знаем одну неопровержимую истину. Мы знаем, что не общество создано для индивида, а индивид создан для общества. Мы знаем, что быть уникальными не нужно, ведь это может разрушить нашу обычную жизнь. Мы знаем, что быть одинаковыми – это величайшая сила, ведь мы с вами все одна большая семья. Я хочу сообщить, что с понедельника будет принят ряд новых законов. Граждане Фридомленда не смогут носить одежду красных цветов. Вы сможете носить одежду только черных, серых и белых оттенков. Также мы продолжаем сжигать книги. Граждане, у которых будут найдены книги, не одобренные нашей цензурой, будут приговорены к ответственности. Также мы пополнили список предателей Родины. Полный список вы увидите в понедельник. Я хочу вам напомнить, что наша главная задача – это ваша свобода. А свобода – это рабство. Запрет – это и есть настоящая свобода. Хорошего вам дня. Итак, сегодня мы повторяем с вами теорему Пифагора. Назовите, пожалуйста, формулу. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Отлично. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. А почему вы решили, что это правда? Потому что люди использовали эту теорему на протяжении тысячи лет. То, что ей пользуются тысячи и сотни лет, совершенно не обозначает, что какая-то вещь может быть правдой. Как вы думаете, пересекутся ли когда-нибудь параллельные прямые? Нет! Это доказано? Да! А что, если я вам скажу, что пересекутся? И что это тоже доказано? Как вы знаете, в нашей Вселенной есть черные дыры. Они способны менять пространство и время. То есть, если мы поставим параллельные прямые вовнутрь черных дыр, то они когда-нибудь обязательно пересекутся. Всегда учитесь мыслить критически. Задавайте себе много вопросов. Только так вы чего-нибудь добьетесь в жизни и в науке в целом. Мария Александровна вас вызывает к директору. Мария Александровна, мы очень обеспокоены результатами ваших учеников на Олимпиаде. Они просто ужасны. Скажите, пожалуйста, была ли хоть одна работа с некорректным решением или неправильным ответом? Нет, но они решали нестандартным путем и использовали теоремы, которые не знают даже наши учителя. Этому я их и учила, это и есть знание. Хорошо, но помните, что мы живем во Фридомленде, где главное это правило, а не индивидуальность. И, как бы то ни было, я очень горжусь, что сегодня вы получаете премию «Открытие десятилетия», но подготовили ли вы свою речь? Что вы будете говорить при вручении? Помните, что свобода в действиях – это зло. Правила и запреты – вот что дает нам настоящую силу. Ясно, я вас поняла. Вы свободны. За эту неделю было сожжено 234 книги, которые не были одобрены цензурой нашего государства. Акции на нефть продолжают расти, но наш президент утверждает, что все под контролем.
3 человека были признаны предателями Родины. Напомним, что ранее 2 из них напечатали статью, в которых утверждали, что запреты не являются свободой, а 3 утверждал, что в недавнем военном конфликте именно наша страна является агрессором. Это были экстренные новости. С вами был я, Джон Уильямс. Встретимся через неделю. И всегда помните, запреты и есть настоящая свобода. Снято. Блин, Алекс, у меня аж в горле пересохло. Да я тоже сильно проголодался. Тут как раз кофейня есть неподалеку. Можем сгонять. Ой. Здравствуйте, уважаемые граждане Фридомленда. На протяжении нескольких месяцев я проводил расследование об экономическом положении нашего государства. На протяжении стольких лет нас, журналистов, заставляли лгать. На самом деле, за последний год инфляция выросла на 15%. Долги нашего государства составляют миллиарды, а ВВП на душу населения понизился на 5%. И это еще не все. Ты что, с ума сошел? Ты правда хочешь это выложить? Если я еще один раз послышу то, что ты говоришь такую ересь, я на тебя должу за последнего предателя Родины. Ну как день твой прошел? Хорошо, спасибо. Как твой? Все хорошо, работаю над книгой. Ну я же надеюсь, ты не будешь ее публиковать? Ты же понимаешь, что это для меня очень важно. Мама, я сегодня 3 пятерки получила. Какая молодец. Я тебе рисунок нарисовала. Идем посмотрим. Как ты можешь вообще думать о публикации? Это же против нашего государства, против нашей культуры и ценностей. О чем ты вообще думаешь? Да, против, но я не могу так жить. Ты же меня всегда поддерживал. Поддерживал, но у нас есть ребенок. Ты же знаешь, как это важно для меня. Это моя жизнь, я не могу не делать этого, не могу. Раз уж не можешь, тогда я подам на то, чтобы тебя лишили родительских прав, как у предателя Родины. Вот и убирайся отсюда. Терпи, когда с тобой обращаются как с говном. Терпи. Несколько месяцев назад в нашей стране произошел настоящий прорыв в сфере науки. Мария Александровна, доктор академических наук и преподаватель высшей категории, доказала существование бозона Хиггса. И сегодня мы собрались, чтобы вручить ей премию «Открытие десятилетия». Встречаем! Здравствуйте, дамы и господа! Я приветствую вас всех на сегодняшнем мероприятии и благодарю за ваше присутствие. Знаете, в нашем мире есть идейные люди и люди-материалисты. Материалистами движет желание купить дом, машину, самолет, вертолет и так далее. И это абсолютно нормально, я их в этом не виню. Однако эти люди никогда не смогут поменять мир, потому что ими движет лишь их первостепенные потребности. Я бы даже сказала, что это абсолютно средние желания, абсолютно среднестатистических людей. Однако сегодняшнее наше присутствие здесь доказывает существование идейных людей. Эти люди шли против общества, меняли нормы и доказывали невозможное. Мое существование, моя жизнь, моя деятельность созданы для этого. Я меняю строй нашего мира. Я воспитываю учеников с критическим мышлением, которые ставят все под сомнение. Каждый мой ученик – это личность. Я развиваю их индивидуальность, их уникальность. Благодаря тому, что я игнорировала все запреты, я сегодня здесь. И знаете, почему система постоянной лжи и законов будет всегда проигрывать? Потому что мы от природы созданы уникальными. Уникальность, природа и знания сильнее всего.
Мам, пишу тебе, потому что очень соскучился и хочу сказать тебе кое-что важное. Я никогда тебе не говорил, как сильно я тебя люблю. Мне казалось, что это само собой разумеющееся, что мне не нужно показывать тебе свои чувства, ведь ты и так знаешь, что я тебя люблю. Мама, почему ты такая грустная? Да так, проблемы на работе. Польша, дочка, пообещай мне, пожалуйста, что всегда будешь говорить правду и жить в мире полном справедливости. Мамочка, я обещаю, я сделаю все, что ты скажешь. Моя хорошая. Собирайте свои вещи, Мария Александровна. У вас есть время до четверга. Вы уволены. Прощайте. Non, rien de rien. Non, je ne regrette Простите, rien. а вы кто? Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Кто такие? Отпусти. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes choix, aujourd'hui, ça commence avec toi. А за что вас? За то, что я честно преподавала, изучала науку. За публикацию моей книги про государство. А меня за мою журналистскую деятельность. Что же теперь с нами будет?
Наверное, нас убьют. Ну или мы будем гнить в этой тюрьме до конца своих дней. У меня была дочка. Как же она теперь? Что же она там делает без меня? Что же она делает? Но я не могла. Я не могла. Я не могла не говорить неправду. Я не могла идти против моей же личности, против моей же сущности. Теперь она одна. Я тоже не могла. Я не могла говорить людям, что 2 + 2 это 5, это выше меня. Я тоже не мог уже дальше лгать народу. Это отвратительно. Это убивает тебя день за днем. Медленно. Мучительно. Все мы не могли. Поэтому теперь и здесь. И теперь мы останемся здесь навсегда. Навсегда. Тут уж сомнений нет, что робость к полнейший недостаток собственной инициативы постоянно считался у нас главнейшим и лучшим признаком человека практического. Даже и теперь считается. Но зачем винить только себя, если только считать это мнение за обвинение? Недостаток оригинальности и везде, во всем мире, спокон века считался всегда первым качеством и лучшей рекомендацией человека дельного, делового и практического. И, по крайней мере, 99 людей, это уж по крайней мере, всегда состояли в этих мыслях, и только разве 1/100 людей постоянно смотрела и смотрит иначе. Изобретатели и гении почти всегда при начале своего поприща, а очень часто и в конце, считались в обществе не более как дураками. Это уж самое рутинное замечание, слишком всем известное. Если благонравная робость и приличный недостаток оригинальности составляли у нас до сих пор по общепринятому убеждению неотъемлемое качество человека дельного и порядочного, то уж слишком непорядочно и даже неприлично было бы так слишком вдруг измениться. Так, скажите мне, пожалуйста, что объединяет этих 3 людей? Они все ученые? Нет, подумайте еще. Они наши земляки? Ну нет же, подумайте еще. Они изменили мир. Да, именно они положили начало нашему новому государству, где каждый говорит то, что думает, делает, что хочет и жить, как считает нужным. Они развили это каждый в своей сфере – наука, политика и искусство. Именно благодаря им сегодня мы находимся здесь.